Здравствуйте, друзья! Сегодня 11 июня 2026 года, четверг. С вами юрист и аналитик Валерий Табаков из Болгарии. Сегодня, как и прошлые свои видео, мы продолжаем очень внимательно и детально следить за крайне резонансной, напряженной и показательной ситуацией. Во время того, как она разворачивается в Шевченковском районном суде города Львова в деле об убийстве Ирины Фарион. Ситуация сейчас касается не самого дела, а того, что творится вокруг известного адвоката Ларисы Сергеевны Криворучко. 5 июня 2026 года, в пятницу, дисциплинарная палата КДК Винницкой области приняла новое, еще более жесткое и, можно сказать, беспрецедентное по своей суровости решение о приостановлении ее, Ларисы Криворучко, право на занятие адвокатской деятельностью уже на целый год, с 5 июня по 26 года по 5 июня 2027 года, и отметку об этом мы можем увидеть на сайте Рады адвокатов Украины. Она там красного цвета, и это происходит, вот этот запрет на право занятия адвокатской деятельности, он происходит на фоне целой серии предыдущих дисциплинарных преследований против Ларисы Криворучко в разных регионах Украины, включая ее прошлогоднее 6-месячное остановление деятельности, которое она успешно оспорила в Верховном суде в апреле 2026 года по делу номер 120/15-288/25. Вопрос, который сейчас стоит особенно остро и волнует очень многих в адвокатском и общественном сообществе, звучит так. Успеет ли Лариса Криворучко до 15 июня 2026 года, то есть до даты следующего заседания в Шевченковском районном суде города Львова по делу Фарион, успеет ли Лариса Криворучко получить ухвалу про забезпечення позова, то есть временное приостановление или заморозка действия этого нового решения Винницкой КДК об остановке ее права на занятие адвокатской деятельности. Успеет ли она это сделать, получить такую ухвалу до полного и всестороннего рассмотрения дела об этой остановке по сути в административном суде? Дело в том, что время крайне ограничено, всего несколько рабочих дней. Давайте разберем эту ситуацию максимально подробно, шаг за шагом, как это может выглядеть на практике с точки зрения действующего законодательства и реалий работы украинской судебной системы. Сначала важный контекст. Опять же, я его напомню. Лариса Криворучко – это адвокат, которая активно и жестко защищает охранников Петра Порошенко в громком деле о 38 миллионах евро, якобы привезенных из Москвы в марте 2019 года. Также она является единственным защитником Вячеслава Зинченко, обвиняемого по делу об убийстве Ирины Фарион. Именно ее активная, принципиальная и, прямо нужно сказать, неудобная для многих позиция в этих резонансных процессах
по мнению огромного количества наблюдателей, и провоцирует регулярные дисциплинарные атаки на Ларису Сергеевну со стороны различных КДК. Решение от 5 июня 2026 года – это уже новая волна давления, которая может серьезно ограничить ее профессиональные возможности и повлиять на ход ключевых дел. В первую очередь дело Зинченко. Как Криворучка может действовать максимально эффективно, грамотно и оперативно в эти критические дни, чтобы успеть получить обеспечительные меры до 15 июня. Во-первых, в ближайшие часы или максимум в течение 1-2 дней, то есть желательно до 12-13 июня включительно, необходимо подать в Винницкий окружной административный суд полноценный, хорошо обоснованный административный иск. В нем должно содержаться требование признать противоправным и отменить решение дисциплинарной палаты КДК Винницкой области от 5.06.2026 года. Одновременно с исковым заявлением обязательно подается отдельное подробное заявление, ходатайство, клопотання про забезпечення административного позова. Почему именно такая скорость критически важна, то есть 1-2 дня? Потому что согласно нормам Кодекса административного судопроизводства Украины, заявление об обеспечении позова суд рассматривает немедленно, в день поступления материалов или максимум на следующий рабочий день. Причем часто в режиме письменного производства и без вызова сторон. Если судья увидит убедительные доказательства реального невосполнимого вреда, вероятность вынесения положительной ухвалы существенно возрастает. Каковы ключевые акценты и аргументы, которые обязательно нужно мощно отразить в заявлении об обеспечении позова? Во-первых, то, что решение КДКА уже внесено в Единый реестр адвокатов Украины и создает невосполнимую потерю, вред, как для самой адвокатессы, так и для ее многочисленных клиентов, среди которых находятся участники резонансных уголовных производств. Второе. Нужно отразить факт нарушения фундаментальных конституционных прав. Право на труд, право клиентов на квалифицированную юридическую помощь, статья 59 Конституции Украины, принципа верховенства права и гарантированного доступа к правосудию. Далее, нужно отметить высокую вероятность удовлетворения основного иска по сути. У Криворучка уже имеется положительная судебная практика именно против этой же Винницкой КДК, включая знаковое решение Верховного суда от 8 апреля 2026 года. И в конце концов также необходимо отметить многочисленные грубые процессуальные нарушения при принятии решения Винницкой КДК 5 июня 2026 года, а именно ненадлежащее уведомление, рассмотрение фактически за закрытыми дверями, возможная предвзятость состава комиссии и другие аспекты. Параллельно с этим
стоит оперативно готовить дополнительные жалобы и обращения в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры ВКДКА и в Совет адвокатуры Украины, а также, возможно, в Высший совет правосудия. В долгосрочной перспективе подготовка материалов для Европейского суда по правам человека. Шансы получить такую ухвалу именно до 15 июня 2026 года объективно существуют. Они, правда, остаются довольно невысокими, но вероятными. Суды иногда работают очень оперативно по обеспечительным мерам, особенно когда речь идет о защите профессиональных прав адвоката. Однако нельзя исключать и вариант отказа, затягивания или формального подхода. У Криворучко имеется богатый опыт подобных побед, и она, безусловно, уже мобилизовала все ресурсы. Особенно остро эта ситуация отражается на деле Вячеслава Зинченко. Сторонники Софии Особы, потерпевшей, дочери Ирины Фарион, сейчас открыто ликуют в своих телеграм-каналах и публичных комментариях. Они воспринимают остановку права Криворучко на занятие адвокатской деятельностью как серьезный удар по защите Зинченко. В частности, в телеграм-канале Софии Особы я видел публикацию о, так сказать, ненаказанном зле, где прямо связывают дисциплинарное решение КДК с надеждой на жесткий приговор для Зинченко. С другой стороны, в эфирах группы поддержки Зинченко и среди его сторонников сейчас царит заметное отчаяние. Люди открыто говорят о том, что без активной и опытной защиты Криворучко шансы на успешное применение языковой стратегии защиты резко снижаются, процессуальные возможности сужаются, а давление на подсудимого может возрасти, и это подтверждается эмоциональными прямыми эфирами и постами в поддерживающих сообществах, где звучат опасения о возможном сливе дела без сильного адвоката. Ну, а теперь, друзья, посмотрим текст, приблизительный текст ходатайства об обеспечении позова к Винницкому окружному административному суду. Истец Криворучко Лариса Сергеевна, адвокат, ответчик КДК Вінницької області. Заява про забезпечення адміністративного позову. Шановний суд, в зв'язку з поданням позовної заяви про визнання протиправним та скасування рішення дисциплінарної палати КДК Вінницької області від 5.06.2026 року про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік з 5.06.26 по 5.06.27 на підставі статті 150-151 КАС України прошу суд вжити заходів забезпечення позову у вигляді зупинення дії оскаржуваного рішення дисциплінарної палати КДК Вінницької області від 5.06.26 року до набрання законної сили рішенням суду у цій адміністративній справі. Обґрунтування. Прийняте рішення вже внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, що фактично унеможливлює здійснення мною адвокатської діяльності. Невжиття заходів забезпечення призведе до невосполнимої шкоди моїм конституційним правам, а також правам моїх підзахисних, серед яких є учасники резонансних кримінальних проваджень, зокрема В'ячеслав Зінченко. Зокрема,
Зупинення діяльності позбавляє мене права на працю, стаття 43 Конституції, а моїх клієнтів права на кваліфіковану юридичну допомогу, стаття 59 Конституції. Це особливо критично у справах, де термін процесуальних дій обмежений, а участь адвоката є обов'язковою. Крім того, рішення КДК, на мою думку, прийнято з грубим процесуальним порушенням, що підтверджується попередньою судовою практикою, зокрема постановою Верховного суду від 8.04.26 року у справі 120-15-288-25. Існує висока ймовірність задоволення позову по суті. Прошу розглянути заяву негайно в порядку письмового провадження без виклику сторін. Дата, підпис. Ну и если вот так вот оно будет происходить, как просит об этом Лариса Криворучко, то суд может вынести ухвалу. Ее примерный текст вот такой: об обеспечении позова. Ухвала именем Украины. Дата, город Вінниця, Вінницький окружной адміністративний суд в складі головуючого, розглянувши в порядку письмового провадження заяву позивача Криворучка про забезпечення позову у справі номер, встановив: заявлені вимоги позивача ґрунтуються на достатніх доказах, невжиття заходів забезпечення позову може призвести до завдання істотної шкоди правам позивача, унеможливити виконання майбутнього рішення суду та порушити права третіх осіб, клієнтів адвоката, зокрема у кримінальних провадженнях, керуючих статтями 150, 151, 153 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив задовольнити заяву Криворучко Лариси Сергіївни про забезпечення адміністративного позову, зупинити дію рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вінницької області від 5 червня 26 року про зупинення права на заняття адвокатської діяльності Криворучко ЛС сроком на 1 рік до набрання законної сили рішенням суду у цій справі. Третє. Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена в апеляційному порядку. Суддя. Підпис. Друзья, это реальная, детально проработанная рабочая схема, которая полностью основана на действующей судебной практике Украины. Лариса Криворучко, безусловно, уже использует все доступные юридические инструменты на максимуме. Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий. Появится ли положительная ухвала до 15 июня, как отреагирует суд и сама КДК, и как это повлияет на дело Зинченко. Если у вас есть вопросы по аналогичным дисциплинарным делам адвокатов, вы хотите разобрать другие аспекты этой истории или нуждаетесь в сборе конкретных норм КАС, обязательно пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте уведомления для того, чтобы получать их регулярно при выходе новых видео на моем канале. Донатьте, реквизиты в описании, в первом закрепленном под видео комментарии. Ваши донаты помогают мне чувствовать важность того, чем я занимаюсь для вас. И только через открытое и честное обсуждение таким образом мы можем разбираться в сложных механизмах украинской адвокатуры, дисциплинарных комиссий и правосудия в целом. С вами был юрист Валерий Табаков.
До новых встреч. Берегите себя. Оставайтесь на стороне закона.